В настоящее время мы находимся в убежище номер 1 административного бытового комплекса АБК-1. Здесь вы можете видеть среди прочего оборудования убежища историческую коллекцию дозиметрических приборов, которые применялись в 70-е и 80-е, в начале 90-х годов на ГСПЧС в ходе ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, а также в поставарийный период. Во времена Советского Союза, а также в первый период, в начальный период острой фазы аварии на Чернобыльской АЭС, информация о радиационных параметрах, информация о дозовых нагрузках персонала населения зачастую была засекречена. Доступ к приборам дозиметрическим имел ограниченный круг специалистов. Для населения приборы были недоступны. Приборы дозиметрические бытового плана не выпускались. Чернобыльская трагедия дала толчок к развитию производства средств дозиметрического контроля. Это касается как средств индивидуального дозконтроля, так и средств измерения параметров радиационных при проведении работ, при ликвидации последствий аварии. В доаварийный период на атомных станциях Украины, в том числе на Чернобыльской АЭС, в качестве средств индивидуального контроля использовались комплекты ИФКУ. Данные дозиметры представляют себе специальную пленку, помещенную в корпус с набором фильтров. Данные дозиметры позволяли регистрировать дозу как гамма-излучения, так и нейтронного, так и бета-излучения. Проблема данных дозиметров заключалась в том, что верхний предел измерения ограничивался 2 радами. Реальная доза облучения персонала раннего аварийного периода намного превышали 2 рада. В итоге пленка ИФКУ, детектор, оказалась засвечена, дозы персонала были утеряны, и далее прилагались усилия по восстановлению, ретроспективному восстановлению доз персонала. В ходе аварии остро встала проблема применения дозиметров, которые способны измерять аварийные уровни излучения. Здесь на стенде представлены как раз дозиметры, которые использованы были в ходе как в доаварийный период, так в ходе ликвидации аварии и ранний поставарийный период. Здесь мы на стенде видим комплект индивидуальных дозиметров KIT-6A. Это дозиметры были разработаны для военно-морского флота, в первую очередь атомных подводных лодок, атомных крейсеров, но также использовались и на атомных станциях, то есть в гражданской, скажем так, отрасли. Он представлял собой пульт, набор дозиметров. Что из себя представляли, скажем, дозиметры? Дозиметры представляли себе 2 набора ионизационных камер. Во-первых, надо отметить, что дозиметры не прямопоказывающие, то есть невозможно было в ходе работ считать информацию по накопленной дозе. Значит, дозиметры представляют собой 2 типа камер. Это камера D2 с диапазоном измерения от 5 миллирад до 2 рад и камера D500. Это аварийного плана, предел измерения от 2 рад до 500 рад. Зачастую, скажем, когда невозможно было спрогнозировать дозу облучения, дозиметры носились парно. Данные дозиметры выдавались персоналу перед проведением радиационно-опасных работ. Поскольку дозиметры не прямопоказывающие, то дозу облучения персонала контролировали по времени проведения работ на основании данных радиационного контроля. Рассмотрим подробнее пульт измерительный комплекта KIT-6A. На нем есть тумблер включения в работу устройства, ручка резистора установки 0 для отстройки показаний стрелочного прибора в 0, переключатель диапазонов и 3 гнезда: заряд, измерение, разряд. Каким образом производилось считывание дозы персонала на пульте KIT-6A? Покажем на примере камеры D2.
После сдачи дозиметра персоналу ЦХРБ дозиметрист снимал герметичные заглушки по торцам устройства, по торцам дозиметра и проводил следующие манипуляции. Значит, задняя часть со стороны клипсы – это приемный конденсатор на измерение. Включалось измерение. Далее, при необходимости, если происходил зашкал, переключались диапазоны на более высокие. По стрелочному прибору отсчитывалась доза персонала. После этого происходил для выдачи дозиметра по новой, происходило сброс дозы и заряд дозиметра. Причем надо отметить, что дозиметр устроен так, что вы не сможете, скажем так, вставить конденсатор дозиметра именно приемный в гнездо заряда. Оно более глубокое. Рядом с комплектом дозиметров KIT 6A находится комплект индивидуальных дозиметров DP22V. Эти дозиметры использовались также в диапазоне аварийных доз облучения. Верхний предел измерения у него 50 рентген. В отличие от KIT 6A, данные дозиметры прямо показывающие. Если здесь имеется на торце глазок, если мы смотрим на яркий свет, на солнце, либо на фонарик, то мы видим в микроскоп дозиметра шкалу, которая отградуирована в рентгенах. Максимальное значение 50 рентген. В комплекте дозиметров шло специальное зарядное устройство ZD5. Оно могло работать как от сети, так и от аккумуляторов, так и от батарей. Дозиметр для зарядки вставлялся в специальное зарядное гнездо, нажимался, так сказать, контакт, и ручкой отстройки нить показания дозы отстраивалась в ноль. После этого дозиметр, отстроенный на нулевое показание, выдавался персоналу. Удобство данного дозиметра заключалось в том, что он позволял контролировать дозу облучения персонала в ходе проведения работ. То есть персонал всегда мог посмотреть, какую дозу облучения он получил. Далее мне хотелось бы рассказать еще про два прибора из того же комплекта, что и KIT 6A. Это комплект корабельных дозиметров, радиометров «Котик» для военно-морского флота СССР, атомного флота. Первым рассмотрим дозиметр гамма-излучения КДГ-1. В чем уникальность данного прибора? Особенностью данного прибора, дозиметра гамма-излучения КДГ-1, является в том, что он имеет максимальный предел измерений из всех применяемых на то время дозиметров. Верхний предел измерения прибора 1000 рентген в час. Его широко использовали для измерения полей радиационных в условиях начального периода аварии. Прибор состоит из пульта, на котором мы видим переключатель диапазонов измерения, ручка установки 0, кнопка сброса и блок детектирования, в котором заключены два детектора. Детектор чувствительный и грубый. В качестве детектора чувствительного использовался счетчик SBM20, в качестве грубого детектора использовался счетчик C38G. Данный прибор позволял проводить измерения мощности дозы гамма-излучения в диапазоне от 0,1 миллирентгена в час до, как я уже говорил, 1000 рентген в час, а также контролировать наличие жесткого бета-излучения на поверхности. Прибор комплектовался контрольным стронций-итриевым источником 4СО для проверки работоспособности. Порядок проведения измерений прибором КДГ-1. Мы включаем прибор, ставим положение установки 0 и резистором отстраиваем
показания стрелочного индикатора в 0. После этого проверяем питание прибора. Стрелка должна переместиться левее вот этого маркера. И далее переключаем на соответствующий диапазон измерения. Что характерно, шкала прибора состоит из двух частей. Верхняя шкала, нижняя шкала. Причем линии, которыми выполнены данные шкалы, различаются. Сверху это сплошная линия, снизу это двойная линия. И при переключении поддиапазонов мы видим, что аналогично надписи выполнены некоторые поддиапазоны сплошной линией, некоторые двойной тонкой. При переключении на поддиапазоны мы смотрим на ту шкалу, надпись на которой сделана аналогичным образом. То есть, если мы смотрим, поддиапазон выполнен двойной линией тонкой, соответственно, мы используем шкалу нижнюю. Если поддиапазон выполнен сплошной линией, используем диапазон верхний. Кнопка сброса используется для быстрого сброса показаний. То есть, когда прибор идет за шкал, мы сбрасываем в 0 показания прибора. Проверка работоспособности прибора проводилась на диапазоне множитель 100 при открытом бета-фильтре блока детектирования. Подносился контрольный источник, и на табло считывались показания, которые должны соответствовать паспортным значениям. В этом же положении контролировалось загрязнение поверхностей бета-излучающими нуклидами в следующем порядке. Вначале при закрытом экране проводилось измерение мощности дозы гамма-излучения. После этого детектор подносился к поверхности, открывалось окно бета-фильтра и уже проводилось измерение от поверхности с открытым бета-фильтром. Если показания увеличивались, это говорило о наличии на поверхности бета-излучающих радионуклидов, о загрязнении бета-излучающими нуклидами. Следующий прибор, о котором я хотел бы вам рассказать, это прибор КРА-1. Как вы видите, пульт измерительный прибора КРА-1 идентичен пульту КДГ-1. Как я уже говорил, это приборы из одного комплекта радиометров для военно-морского флота СССР. В этот комплект входил также прибор контроля загрязнения бета-излучающими нуклидами КРБ-1, универсальный прибор, измеряющий плотность потока бета-излучения, мощность дозы гамма-излучения КРБГ-1. Был также прибор для измерения плотности потока нейтронного излучения КДН-1. Все они имели подобные измерительные пульты с аналогичными органами управления. Прибор КРА-1 имеет детектор сцинтилляционный, измеряет альфа-распад в минуту на сантиметр квадратный. Диапазон измерения от 1 распада в минуту на сантиметр квадратный до 10 тысяч. Работа с данным прибором проходила по аналогичному сценарию, как КДГ-1. То есть мы прибор включали, далее переключали на диапазон установка 0, отстраивали показания прибора в 0. Далее следовала проверка питания прибора. Стрелка должна отклониться правее маркера. И далее множители поддиапазонов. Здесь шкала у нас одна. То есть показания стрелочного прибора по шкале мы умножали на множитель поддиапазона и получали уровень загрязнения поверхностей альфа-активными радионуклидами. В результате аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению подверглись большие площади бывших союзных республик СССР. И с этим стал острый вопрос о проведении радиационного контроля, в том числе продуктов питания, выращиваемых, скажем, на приусадебных участках, продаваемых на рынках. Из-за того, что в то время измерения проводились на
эконометрических установках, которые были сложны в эксплуатации. Их было крайне недостаточно. Использование их требовало наличия квалифицированного персонала. В связи с нехваткой всего этого был разработан простой, довольно недорогой прибор для контроля удельной массовой активности продуктов питания, в том числе воды, сыпучих продуктов. Это бета-1. Данный прибор состоит из пульта с жидкокристаллическим табло, кнопки управления, кнопка режимов измерения, кнопка пуск-стоп. Детектор на базе счетчика SBT-10, свинцового домика, в который помещался детектор, и кювета с измеряемой пробой. Для его пользования не требовалось какой-то специальной квалификации. То есть данным прибором могли пользоваться работники после проведения обычного инструктажа. Свинцовый домик снижал уровень внешнего гамма-фона. Для данных приборов были разработаны специальные методики измерения удельной массовой активности бета-излучающих нуклидов методом толстой пробы. И данный прибор успехом использовался для контроля продуктов питания в поставарийный период. Питание прибора выполняется как от блока питания сетевого 220 вольт, так и возможно питание от набора батареек формата 2А, что делает этот прибор довольно автономным. Сейчас я хочу рассказать о приборе ДП5В, самом массовом дозиметрическом приборе времен аварии на Чернобыльской АЭС. Если вы смотрите фильмы, то этот прибор заметен в каждом фрагменте, в каждом фильме. Этот прибор массово использовался как подразделениями гражданской обороны, как военными дозиметристами, так и дозиметристами ГСПЧС. Прибор снискал славу, любовь дозиметристов, во-первых, ввиду широкого диапазона измерений. Прибор позволяет выполнять измерения мощности дозы гамма-излучения в диапазоне от 50 микрорентген в час до 200 рентген в час. Это довольно большой предел измерения, диапазон измерения. Прибор чрезвычайно прост в эксплуатации, применении. Прибор уникальный с точки зрения надежности. Прибор не боится ни холода, ни жары, ни пыли, не боится влаги. Неоднократно в ходе работ, в ходе проведения измерений приборы падали, детекторы окунались в воду, при этом прибор сохранял свою работоспособность. Прибор действительно уникальный с точки зрения надежности. Настоящий военный прибор. Прибор очень прост в измерении. Значит, на пульте мы видим табло, переключатель освещения, переключатель диапазонов измерения и кнопка «Сброс». Кнопка «Сброс» применяется там же аналогично, как на КДГ-1, для быстрого сброса показаний в случае зашкала. Переключатель ставится из положения «выключено» в положение «проверка питания». Стрелка должна выйти в черный сектор на циферблате. Далее режим измерения 200. Отсчет производится по нижней шкале. Диапазон измерения от 0,5 рентгена в час до 200 рентген в час. И далее следует 5 диапазонов множителей. Отсчет производится по верхней шкале и умножается на соответствующий поддиапазон. Прибор, как я уже говорил, позволяет измерять мощность экспозиционной дозы. Он отградуирован в единицах рентген в час и позволяет также выявить наличие жесткого бета-излучения от измеряемых поверхностей. И измерение проводится аналогично, как и прибор КДГ-1. В положении Г, гамма, при этом специальное окно закрыто фильтром металлическим, проводится измерение от поверхности, данные фиксируются,
После этого открывается бета-фильтр в режим бета плюс гамма и проводится повторное измерение. Если показания увеличились, то на поверхности есть бета-излучающие радионуклиды. То есть есть загрязнение поверхностей бета-излучающими нуклидами. Кроме того, прибор снабжен встроенным контрольным источником стронцитриум. То есть перед проведением измерения мы совмещаем контрольный источник с окошком измерительным и отсчитываем показания по шкале. Показания должны соответствовать контрольным. Это говорит о работоспособности прибора. И важной особенностью при проведении измерения приборами ДП5В, КДГ-1 в условиях радиационной опасности является то, что измерение всегда должно проводиться с более высокого диапазона. То есть с большего диапазона до меньшего, пока показания не выйдут, скажем так, в среднюю часть шкалы. Рядом с прибором ДП5В на стенде мы видим прибор ИМД-1С, который пришел на замену знаменитого прибора. Это прибор ИМД-1Р, состоит из пульта и выносного датчика. Конструкционно он не напоминает прибор ДП5В, выполнен из более современных материалов и комплектующих. Диапазон измерения его от 0,01 миллирада в час до 999 рад в час. То есть диапазон измерения несколько выше, нежели у прибора ДП5В. Функционал у него примерно тот же. То есть он измеряет мощность дозы гамма-излучения в единицах поглощенной дозы, а также позволяет контролировать наличие поверхностного загрязнения бета-активными радионуклидами, то есть наличие жесткого бета-излучения. Аналогично, как и прибор ДП5В. Мы видим четырехразрядное табло, переключатель диапазонов, порядка измерений и кнопка «Отсчет». Проверка, режим грубый, рентген рад в час, режим чувствительный миллирад в час. Разъемы для подключения блока тактирования, разъем для подключения внешнего питания. В режиме проверка на табло должно появиться контрольное число, которое свидетельствует о работоспособности прибора и, так сказать, годности питания. И два диапазона: рад в час, миллирад в час. В диапазоне рад в час прибор может использоваться без выносного блока тактирования. То есть грубый счетчик C38G находится внутри данного корпуса. Нажимается кнопка «Отсчет» и начинается отсчет показаний на табло. Через 1 минуту можно считать показания, регистрировать, фиксировать значение гамма-фона в месте измерения. В режиме миллирад в час необходимо подключить выносной блок тактирования. Здесь находится чувствительный счетчик SBM20. Здесь также есть режим измерения как гамма-излучение, режим измерения гамма, когда окно над детектором закрыто металлическим фильтром, и режим измерения, режим контроля наличия жесткого бета-излучения, режим бета плюс гамма, когда окошко, отверстие, так сказать, в фильтре металлическом находится над окошком, над чувствительным элементом. Здесь на стенде мы видим прибор DRG-05M в таком пластиковом корпусе. Прибор внешне напоминал кинокамеру тех времен. Имеет диапазон измерений от 0,01 микрорентгена в секунду до 10 тысяч микрорентген в секунду. Прибор имеет в качестве детектора ткани эквивалентную сенсилирующую пластмассу. Это прибор сенсиляционный, в отличие от газоразрядных счетчиков у ДП5В и КДГ-1. Прибор имеет съемный бета-фильтр. В положении без фильтра проводилось
проводится контроль работоспособности прибора от контрольного источника. Блок детектирования снабжен диафрагмой, которая перекрывает поток световых импульсов от сцинциллятора к ФЭУ. Для чего это делается? Дело в том, что ФЭУ прибора имеет свой темновой ток. Для его компенсации против часовой стрелки поворачивает диафрагма, перекрывается, так сказать, просвет от сцинциллятора к ФЭУ. Прибор включается в соответствующий диапазон. В разных, так сказать, в диапазонах в малых время измерения порядка 10 секунд, в более высоких диапазонах там время измерения порядка 1 секунды. Значит, на табло мы выжидаем 2-3 измерения и нажимаем кнопку компенсации. И прибор вычитает показания фоновые из текущих показаний. После этого мы открываем диафрагму и проводим измерения в данном диапазоне. Прибор довольно компактен, но он не получил такого, скажем, массового распространения, как DP5V. В первую очередь почему? Потому что, во-первых, он моноблок. Он не позволяет проводить измерения на удалении от поверхности измеряемой, как, например, DP5V, за счет телескопической штанги. Прибор имеет 1,5 кг веса. И при манипуляциях длительных с прибором довольно быстро устает плечо. Прибор довольно хрупкий, в отличие от DP5V. Поэтому прибором пользовались на атомных станциях Украины, пользовались на российских атомных станциях до аварийный период, поствоенный период. Прибор неплох, но имеет свои, так сказать, недостатки. Здесь мы видим прибор УИМ-22 Actinium. Это двухканальный прибор, который может работать с целым рядом блоков детектирования радиационных параметров. Это может работать с блоками детектирования аэрозолей, жидкостными блоками детектирования, с блоками детектирования мощности дозы гамма-излучения. Здесь к прибору подключен блок детектирования плотности потока бета-излучения, БДБ-201. Прибор имеет стрелочное табло и множители поддиапазонов, которые переключаются автоматически в зависимости от величины измеряемого параметра. То есть здесь мы имеем две шкалы. Верхняя красная, нижняя зеленая. Здесь на лицевой стороне пульта мы видим множитель и два окошка, красное и зеленое. Снятие показаний с данного прибора заключается в следующем. Мы смотрим на цвет шкалы, который индицируется вот в этих окошках, и считываем показания, соответствующие по цвету шкалы. Дальше данные показания умножаются на множитель. Мы получаем скорость счета от блока детектирования. При поверке калибровки по контрольным источникам соответствующим определяется пересчетный коэффициент прибора. Вот скорость счета импульсов в секунду, которую мы таким образом определили, умножается на коэффициент пересчета, получаем значение измеряемого параметра, в данном случае в единицах плотности потока бета-излучения, бета-частиц на сантиметр квадратный в минуту. Вот таким вот не совсем простым способом производится считывание показаний данных на данном приборе. Но однако еще раз говорю, что этот прибор довольно распространен был, и в принципе до сих пор в некоторых помещениях, в некоторых местах он используется как прибор для контроля загрязнений поверхностей, кожных покровов поверхностей СИС бета-излучающими радионуклидами. И, наконец, переходим к более современному прибору, который начали мы использовать в 1988-1989 году прошлого века, но используем до сих пор. Это прибор МКС-01R, универсальный дозиметр-радиометр. Прибор состоит из измерительного пульта и наборов блоков детектирования. У меня в руках находится блок детектирования БДКБ-01R.
Он работает как блок детектирования для измерения плотности потока бета-излучения в диапазоне от 5 частиц до 100 тысяч бета-частиц на сантиметр квадратную минуту, а также служит как чувствительный блок детектирования гамма-излучения в диапазоне от 0,01 микрозиверта в час до 3000 микрозивертов в час. То есть блок универсальный, очень плотно, очень, скажем так, часто используется дозиметристами. Кроме этого блока детектирования в комплекте МКС-01R есть блок детектирования гамма-излучения БТКГ-02R, который измеряет мощность дозы гамма-излучения, мощность эквивалентна дозы гамма-излучения в диапазоне от 0,01 микрозиверта в час до 10 тысяч микрозивертов в час. Блок детектирования имеет, так сказать, в качестве детектора ткани эквивалентную с инсталирующую пластмассу и имеет очень хорошие метрологические характеристики. Для измерения плотности потока альфа-излучения в комплект входит блок детектирования БДК-01R. Здесь на стенде он не представлен. Блок детектирования похож на БДКБ-01R, но с большей площадью измерительного окна. Измерение плотности потока альфа-излучения прибором проводится в диапазоне от 0,1 частицы до 30 тысяч альфа-частиц на сантиметр квадратную минуту. И четвертый блок детектирования, который вот здесь находится в коробке, массивный прибор, это блок детектирования нейтронного излучения. Это блок составной. Он состоит из нескольких блоков. Это позволяющий контролировать как плотность потока флюенс тепловых нейтронов, так плотность потока флюенс быстрых и промежуточных нейтронов, так и дозу, мощность дозы нейтронного излучения на тепловых энергий. На пульте мы видим пятиразрядное табло и ручки управления. Здесь ручка управления переключения режимов измерения, блока детектирования, то есть измерение плотность потока альфа-излучения, плотность потока бета-излучения, доза, мощность дозы нейтронного излучения, разные режимы измерения гамма-излучения. Гамма-1 это для блока детектирования БДКГ-02R, гамма-2 для измерения гамма-излучения блоком детектирования БДКБ-01R. И тепловые нейтроны, флюенс, плотность потока тепловых нейтронов, флюенс, плотность потока быстрых и промежуточных нейтронов. Также здесь есть режим проверки напряжения батарей, проверка высокого напряжения блока детектирования. Счетчик оператора позволяет контролировать дозу оператора, встроенным в корпус измерительного пульта счетчиком. И блок детектирования – это подключение выносного блока детектирования БДКБ, БДКН, БДК, БДКГ. Таймер задает время измерения 2 секунды, 10 секунд, 100 секунд. В пульте мы видим также интенсиметр, который позволяет контролировать напряжение батарей, высокое напряжение на блок детектирования контролировать, а также коллай логарифмическая для контроля индикации интенсивности измеряемого параметра. Блок детектирования бета-излучения имеет крышку фильтр для экранирования бета-излучения. То есть измерение проводится следующим образом. Блок детектирования подносится к измеряемой поверхности. По табло фиксируются показания, обусловленные внешним гамма-фоном. Снимается крышка фильтр и проводится повторное измерение. Показания считываются по табло, из которых вычитаются значения гамма-фона, измеренное с крышкой. Прогресс не стоит на месте. Старые приборы отправлены на заслуженный отдых. В настоящее время цех радиационной безопасности в качестве базовых
используют современные средства измерительной техники, производства Украины. Это вот представленный здесь МКС-07 Пошук, а также прибор универсальный дозиметр-радиометр МКС АТ-1117М, производство Атомтех Республики Беларусь. Ну и надо отметить, что все еще в строю прибор МКС-01Р. Рассмотрим данный универсальный дозиметр-радиометр МКС-07 Пошук. У нас представлена базовая комплектация, состоящая из пульта измерительного, из блока детектирования бета-излучения BDIP-07, который позволяет проводить измерение плотности потока бета-излучения в диапазоне от 5 частиц до 100 тысяч бета-частиц на сантиметр квадратный в минуту. Блок детектирования гамма-излучения BDBG-07, который позволяет проводить измерение мощности амбиента эквивалентной дозы гамма-излучения в диапазоне от 0,1 микрозивертов в час до 2 зивертов в час. То есть диапазон измерения достаточно большой. Прибор также, как я уже говорил, может комплектоваться блоком детектирования альфа-излучения BDPA-07, который обеспечивает измерение плотности потока альфа-излучения от 1 до 30 тысяч альфа-частиц на сантиметр квадратный в минуту. И блок детектирования нейтронного излучения, который позволяет контролировать плотность потока нейтронного излучения разных энергий. Прибор имеет очень компактные размеры, что немаловажно при проведении длительных измерений. Оба прибора имеют звуковой сигнал, звуковой индикатор, по интенсивности которого можно судить об изменении радиационных полей. Особенно это полезно в условиях проведения поиска источников. Сначала проводится измерение с закрытым бета-фильтром, который в этом положении фиксируется вклад внешнего гамма-излучения в показания прибора. После этого крышку фильтра снимается и производится непосредственное измерение плотности потока, загрязненности поверхностей бета-излучающими нуклидами. Из показаний прибора в режиме с открытой крышкой вычитаются показания, которые зафиксированы при измерении гамма-фона с закрытой крышкой фильтром. Дозиметр-радиометр универсальный МКС АТ-1117М, производство Атомтех Республики Беларусь. Данный дозиметр-радиометр состоит из пульта, а также широчайшего набора разного рода блоков детектирования. Более десятка. В наших условиях для нужд ЦХРБ Чернобыльской АЭС были закуплены блоки детектирования альфа-излучения БДК-01Р, блок детектирования бета-излучения БДКБ-01, блок детектирования гамма-излучения БДКГ-01. Здесь представлены в этом комплекте блок детектирования бета-излучения, блок детектирования гамма-излучения. Кроме этого, некоторые комплектации данного прибора содержат блок детектирования нейтронного излучения, позволяющего контролировать плотность потока, флюенс нейтронов разных энергий. МКС 1117 АТ имеет широкие возможности. Он позволяет проводить все виды измерения разного рода параметров радиационных на ГСП-ЧС. Блок детектирования бета-излучения имеет широкий диапазон измерения от 5 частиц до 500 000 частиц на сантиметр квадратный в минуту. Блок детектирования гамма-излучения также имеет широкий диапазон измерения от 0,1
0,1 микрозиверта в час до 10 зивертов в час. Здесь на столе представлены приборы индивидуального дозиметрического контроля, которые показывают прогресс в развитии средств измерительной техники, начиная от таких, скажем, простых, архаичных приборов, заканчивая приборами, которые мы сейчас эксплуатируем на ГСПЧС. Это дозиметры PD3i, дозиметры DMS 2000S. Это приборы современные, приборы прямо показывающие. То есть они позволяют контролировать накопленную дозу облучения в процессе проведения работы. На них можно выставить множество порогов сигнализации разного рода, как по мощности дозы излучения, так по набранной дозе, так и по времени проведения работы. Кроме того, приборы позволяют контролировать динамику радиационных полей в месте проведения работ. То есть при считывании прибора показания прибора заносятся в память, и мы видим на графике, скажем так, как изменялось поле излучения в процессе работ. На примере рассмотренных, представленных приборов мы видим историю, мы видим прогресс в развитии средств измерения радиационных параметров на ГСПЧС. Нужно отметить, что в отличие от прежних времен, информация об радиационной обстановке как на рабочих местах, так и в окружающей среде является широко доступной. Данная информация не может быть сокрыта, доступ к ней не может быть ограничен. В этом основное отличие времен раннего периода аварий на Чернобыльской АЭС, когда реальные данные о дозовых нагрузках, реальные данные о радиационных параметрах, радиационной обстановке в местах проживания людей зачастую скрывалось. Кроме того, после аварии на Чернобыльской АЭС дала толчок к развитию такой, скажем, линейки бытовых дозиметрических и радиометрических приборов, которые доступны как по цене, так и по простоте использования, доступны обычным гражданам. Ну и надо отметить, что прогресс не стоит на месте. С каждым годом ЦРБ ГСПЧС пополняет свой парк все новыми и новыми средствами измерительной техники. Обеспечение безопасности персонала, населения и окружающей среды от источников ионизирующих излучений является безусловным приоритетом в работе цеха радиационной безопасности ГСПЧС.